Какое у вас расписание на буткемп? Все это вроде как пока выглядит в синергии. Вот так надо мыслить. Никакие они бомжи. Какие мы, сука, профи. У меня столько же названий на целых картах было, на 3. Дима сказал, что он и так жесткий, не надо тренить. Задний, светлый, светлый, пацаны! Коллеги, всех приветствую из пасмурного Белграда, где мы собрались на первый буткемп в новом составе, в новом сезоне. Немножко посмотрим, как мужики тренируются, какие карты разбирают, как коммуникация в команде. Все-таки 2 новых человека, молодых. Узнаем у них, что они думают о команде и пацанах. И расскажем, как мы готовимся к Бласту, к первому турниру в сезоне. Буткемп у нас в Релоге, это в отеле, поэтому здесь все такое, все очень весело, праздники еще не прошли, мы тусуемся, но мы не тусуемся. И, по кстати, этому настроению здесь была большая тусовка с HLTV Awards, мы на него не пошли, потому что у нас праки, мы в full фокусе занимаемся постройкой новой команды. Не пикай. 9. Не смог дать. 9-1. Пацаны, как будто 2, второй смог обновлял еще. Фокус 2, пацаны, мир. Другой. Большинство влога, большую часть вы будете видеть пацанов именно спиннинг, потому что они тренируются по 8-10 часов, и надо тренироваться, поняли? Вот так происходит. Я буду их цеплять на большие типы интервью, просто пиздеть, но в основном мысли у них заняты совсем другим. Потому что до Бласта осталось буквально несколько дней, и к нему надо подготовиться. Наш соперник Complexity, мы пикнули его. Вот почему. Мы пикнули Complexity. Не знаю, мы играли с ними в браке, в принципе, с ними комфортно было играть. И у них было 2 замены. То есть они тоже новая команда, грубо говоря. Потому что мы их пикнули, у нас игра 16-го. У нас будет несколько тренировочных дней еще дополнительно. Танюк, почему выбор пал именно на этих 2 игроков, на Фламус и Айс? Потому что это были лучшие кандидаты на сцене в этот момент. Между кем думали? Вариантов было не прям много, но зачем говорить, раскрывать карту? Я, конечно же, этого делать не буду. Но это известные имена или нет? Конечно. Задний, светлый, пацаны! Просто. Хорош, у них просто это были. Полупай, да, был? Как тебе атмосферка? Охуенно. Мне все нравится. Что ты первое сказал, когда пришел в практис? Здорово, парни. А они тебе что ответили? Со здоровьем. Петя, кто больше ДМ играет, ты или Женек? Это одинаково где-то сейчас? А в целом в команде? Не знаю, мне кажется, я больше играю. Тима, кто больше ДМов играет в команде? Ну, они опыта. Почему? Дима сказал, что он и так жесткий, не надо тренить. Я такого не говорю. Не, я просто не вижу смысла в том, что... Ну, типа, я не уверен, что мне помогает, то, что мне много ДМ играть, типа, бить там косарь и так далее. Я каждый день бью ДМ, но я бью, там, я захожу, если мне надо что-то потренить, там, я, допустим, с диглом дохуя там играл недавно. Просто дигл тренил. Даже на ДМ я ставлю задачу, но я не вижу смысла просто дохуя бить. Вот, типа, 700 я еще, бывает, набиваю довольно-таки частенько, но а так в среднем 500-600 я набиваю каждый день. Тренировка в чем заключается твоя индивидуальная? Ну вот если челы там после праков Петя пошел и башит ДМ. Или ты что делаешь? Ну, я обычно по вечерам просто ДМ бью и все, после праков. Перед обычно сбором я ботов стараюсь бить, если время есть, и потом иду на ДМ. У меня разминка, это сначала боты на CSGO Hub, там шафл ставишь, они бегают, после этого идешь на ДМ, там это все долго, недолго, минут 15-20.
потом заходишь играть. Пах, по-другому это чего скажут по их, понял? Заставляю это. Стол опускается. Бля, я так все идеально на меду сделал. Чел просто направо, налево бегает. Гениально все сделал. Я понял, что меня Инс услышал, понял в спине мейна. Короче, что он меня услышал в спине мейна, потом я потопал еще. Короче, пиздец день. Красавец. Какие мы мастера. Пиздец. Вот так надо мыслить. Никакие они бомжи. Какие мы, сука, профики. Какой кол от профессионала? Профессиональный. Сколько лет, Женек? Это новый. Лего. Старый дом. А, это уже жена подарила. Нет, родители подарили. Прошлый дом или же прошлому мне подарили его на 18, на 19 лет. Да не, лучше так. 5 лет. Ты решил, что в нем причина? Нет, просто новый подарили. Вот день рождения. А какой у тебя? Что тебе на Новый год подарили? Готовы, пацаны? На Новый год? На Новый год ничего без подарков. Как ты праздновал Новый год? Расскажи, как провел Офигенно. Новый год на праздник? Вообще. Ты домой ездил? Да, я дома был. Ничего, встретил кругу семьи, потом с друзьями сидели. Ничего такого, без кипиша. Аккуратно, спокойно посидели. Что тебе подарили? Ничего не подарили. Ты реально говоришь? Дарим подарки. Ну как? А ты что, не Хорошее дарил? настроение. Не, я подарил. Ну, я это маме и брата жене подарил. Брату ничего не дарил. Какое у вас расписание на буткемпе на это? Ебанутые. Так, Получается, у нас в 9:30 завтрак, у нас в 11 психолог, потом у нас, как заканчивается психолог, сразу начинается разбор, в 2 стартует первый прак, потом мы играем сколько? 3 прак в ряд? 3? Да. 3 прака в ряд, перерыв и еще 2 прак. Я сам себя не вижу, она выключилась. не, Так должно быть? Ну, заебись. После обеда вы играете еще праки, а потом разбор еще один вечерний, нет? Не, у нас только днем пока что, потому что у нас мало времени, мы пока что не обрабатываем то, что было, мы просто карты обсуждаем, там, постараемся наработать просто карты по минимуму перед властом. Типа от глубокой аналитики не из чего. Пока что не было. Пока что и не из чего. Глубокая аналитика выходит от официала, без праков это просто аналитика. Да, вообще кайф. Просто на улице не поработаем. Скажи, зачем нужны утренние прогулки всей командой? Да просто тонус поддерживать. Одно и то же просто делать каждый день и все. И тогда долгие отсутствия вне дома, долгие буткемпы, турниры намного по-другому воспринимаются. Быстрее время идет. Из-за того, что ты ложишься всегда одинаково. Ну, типа, ты просто встраиваешься в график, чтобы... Робот просто продуктивный и все. Ты хотя бы знаешь, Когда что у тебя будет. когда зона твоей максимальной производительности работает. Я производителен только в первой половине дня, потом все. Но это кроме таких задач выполняет какие-то тимбилдинговые, условно, штуки? Ну, конечно. Общность какая-то все равно появляется. Я играю в ковры. Отмена, не иди ковры! Раз, два. Жестко. Молодцы. Что, заходился? Понял? Я так охуярил. Тебя учат стрелять? Не, я, короче, что делал? Я Вот садился на рассказывай. Ctrl, налево полз, и направо полз, стрелял в эту сторону. Окей. Я так полчаса делал, и после этого опять спрей почувствовал. Понял? Вы можете это пофиксить, кстати, как-то? Уже можно определиться одно решение? Петя. Каждый раз вот эти разногласия. Чё ты танцуешь, ты можешь стрифануть. Каждый раз я это слышу. Смотрите, я слышу, это только Женька. Самый жесткий область в карьере. Где? Еще раз? Как бы удача, да? Александр Овечкин, напишите, свяжитесь с нами. Че, Глеб, не Мы весит? Че? хотим совместную тренировку Женька, Флита с А что ты говоришь? вами. Покажи, что ты хотел показать. А? Покажи, что ты хотел показать. Дэнс, что-то.
Все. Как проходит последний, по идее, перед турниром плотный тренировочный день? Почему последний? У нас будет еще потом. Да, нормально, если честно. Инферно. Я люблю Инферно праки играть. Мне нравится Инферно. Все четко. Все пока получается. Ну, новая позиция сейчас, я так еще некоторые моменты. Увидите в наших... Вы видите, насколько все секретно. Вот, если пишете, что мало пацанов, вот почему их мало. Потому что инфа супер секретная. Малый фокус. Смотри, мало. АУП малый. Мобил мало. Прайд Вагма. Немножко типов. Ебать, близко был. И берем манты. Видлайн. Это не я. Моторику тренирую. Едень. Да, блядь. Обновленный состав, обновленная посадка. Стоп! Стоп! КС, Фламус, Дэн посередине. Ну и два старичка. Петя и Флип с другого края. Паша на своем месте сидит тренерским на все эти талантливые затылки, в которые мы верим, что они в этом сезоне разрывают. Андрюша, какой дриблинг, блядь, какое забирание. Такая. У меня столько же, блядь, названий на, блядь, целых картах было. На 3. А Лолипоп как тебе? Охуенно. А сзади него чуть-чуть, нет. Смотри, Лолипоп это ящик, а вот ты с ящика спустился, это уже болт. Да. Вам не нужно прилагать никаких физических усилий. И точность движения пальцев зависит исключительно от того, что мозг вам туда посылает. Прям так. Потом перехватываем так. Так, мы переместились в новый практис, он более просторный, так что места больше тут. Паш, какие планы у состава на будущий сезон? И сколько понадобится на встройку Фламуса и Айси в целом, вот по твоим оценкам? Ну, с чего начать? Про планы. С планов? Планы проходить дальше в каждом турнире, в котором мы участвуем. Насколько долго будет интеграция Тимура и Кайсара, покажет время. Надеюсь, у нас все будет хорошо. Как ты оценишь помощь старичков новичкам? Она типа достаточно или чересчур, или можно их побольше поучить условно, или там дедовщины, может, какой-нибудь добавить? Ну, понятно, что ребята молодцы, они зашли с правильным уровнем субординации. В любом случае, они понимают, с кем они играют, и также ребята, которые поопытнее, не много давления не генерируют, но тоже детский сад тут прям не происходит. Но в любом случае, все это вроде как пока выглядит в синергии. Кто лучший массажист в мире, скажи мне? Ты по-моему, Артем. Ты у тебя прям офигенно делаешь. Его руки самые волшебные. Вот я не У меня, знаю, кстати, подожди, вы видели паха или Артем? вот эту мышцу? Ну вот, думай ты. Не, ну ты, наверное, пока ты здесь, ты. Когда уедешь, будет пах. Как вам новый практис? Ну, он офигенный, большой. Ну, как будто слишком большой для нашей маленькой компании. Чем больше, тем лучше. Че, все? Все. А еще можно вот тут, вот эти места? Помнишь, ты хорошее делал? Женек, расскажи, почему мы не делаем тимспики с твоей стороны? Потому что на самом деле это не прям интересно, во-первых. Интересно только финальные какие-то тимспики смотреть. Вот как Керриган сейчас выпустил, типа финал мажора. Плюс они вырезаны еще по большей степени. Там типа всю ключевую и важную информацию вырезают. Но я говорю, с крутых игр, с камбэками, конечно, интересно смотреть. А просто обычные, не знаю, не прям как будто. Короче, выйдем в финал, будет тимспик, правильно? Да. Выйдем в финал, будет тимспик. Вырезанный, конечно, но будет. Топ-3 аниме твоих любимых за последнее время? Блин, Blue Lock. За последнее время? Да.
Брелок, Клинок, Ратикасин. Последний сезон, где вот, это музей напал. Это топовый момент. Как всегда сделали, типа, сезон закончился тем, что когда он, типа, прям самый интересный. И третье аниме, не знаю, наверное, твое имя. Ну, это дефолтное, что... на самом деле, Ну, оно полнометражка как будто для нормисов считается, нет? А? Для нормисов считается. Ну, типа, это после Миядзаки, вот ты смотришь вот твое имя, и потом уже дальше проваливаешься. Вот это аниме как тебе? Наруто? Да. Ты смотрел? Ну, это 100%. Нет, это самое лучшее аниме, не знаю. Первое аниме, как раз было, это Наруто. Найс. Кстати, я начал смотреть Наруто со второго сезона. Я первый не смотрел. Шипудена? А, Да. ты не смотрел первый? Тогда, ну, уже взрослый Наруто пришел Да, бля, Я посмотри, тут ты чё, там этот Забузай арка, ёбнута. Их же потом, когда ты многих, значит, не знал, когда их в войне Шиноби воскресили, типа там многих челов ты типа не видел. Мечников? Никого? Ну и Мечников в том числе, много было челов. Наверное. Напишите, стоит ли смотреть Шипуден без первого сезона Наруто или нет. Или это не считается. И напишите в комментариях, что-то много вы пишете, но напишите все, что лучше. Наруто, One Piece или Блич или Dragon Ball. Если найдутся фанаты Dragon Ball, кто их смотрел, кроме Джеки Джейма, в комментах, то огромное вам уважение и почет. Кстати, про Bootcamp. Огромное спасибо Relog Media. Мы у них остановились. Все отлично. Снеки, напитки, практис, компы. Все в порядке. Спасибо им огромное. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, смотреть все интервью, смотреть дальнейшие влоги, в которых мы с вами обязательно увидимся. Нас ждет бурный сезон, и я надеюсь, он будет удачным. Как говорится, even if you're not ready for the day, it cannot always be night.